Всем привет! Сегодня я готовлю необычный продукт. Это устрицы гор, ну или просто бараньи яйца. Я их замариную и приготовлю в тандыре как шашлык. Пересмотрела много роликов на ютубе. В тандыре яйца не готовил еще никто. Яйца барана – это стопроцентный белок. Так что, мужчины, готовьтесь, женщины, берегитесь. Ну что, поехали! Обрезка сада нужна не только для деревьев, но и для приготовления пищи в тандыре. Тандыр растоплен, но ветер что-то разгулялся. Нужно одеться. Так лучше. В ютубе одни готовят говяжьи яйца, другие бараньи. Хвалят и те, и другие. А у нас с вами сегодня будет возможность проверить, какие же из них лучше, потому что я достала и говяжьи яйца. Вот они такие. А это вот баранье яйцо. Ну, барана за яйца я еще не держала. И быка тоже. Сын у тебя телец. Ну, значит, держала. Барана точно не держала тогда. Вот эту всю ненужную шкурку убираем. Она вся совсем лишним снимается очень легко. Фаня, иди сюда. Как-то наш Фаня не в восторге от бараньих яиц. Погрустнел сразу. Раз. И готово. И самый форматный размерчик остался. Это говяжье яйцо. А говяжьи яйца не такие простые, как казались на первый взгляд. Хочу провести еще один эксперимент, попробовать, будет ли есть остатки от яиц наш немец Рокки. Рокки, а он там дежурит, уже стоит. А ну-ка, давай, будешь такое? Ну, как-то я смотрю тоже не в восторге. Не зашло, да? Ну, что поделаешь, зато мы попробуем. А тандыр уже прогрелся. Смотрите, как побелели стенки. Начался дождик, но нам это не помешает. Яйца мы дожарим в любом случае.
Апельсины и лайм здесь не просто так стоят, это будут ингредиенты для моего маринада. А устрицы гор побольше режу на 4 части. Хорошо посолю. Говяжьи яйца я не перемешиваю с бараньими, они у меня отдельно, они другого цвета, немножко темнее, а эти более такие розовые. Хорошо перчу и копченую паприку добавлю. Мне нужно снять цедру апельсина, но только чтобы не было белой части. Это нелегко, но я справлюсь. Мы недавно утеплили тандыр и положили гранитные плиты. И сейчас с помощью пирометра я измерю температуру тандыра внутри. Он находится на максимальных оборотах. Смотрите, верхние кирпичи почти 350 градусов. Второй ряд 370. И внизу тандыра пирометр не справился, он не показывает уже. Температура гранитной плиты. Вот в начале 46 градусов. Идем дальше. И у самого основания 120 градусов. А если у вас есть тандыр и вы хотите гранитную плиту, как у нас, пишите на электронную почту, которая указана в описании под видео. И последний ингредиент. Добавляю подсолнечное масло. Ребят, сори, но у каждой девушки был момент, когда она хотела сделать вот так. Такое ощущение, что нанизываю желе на шампур. Похоже на вату. Интересно, какой же будет вкус? Ну а чтобы не получилось так, что тандыр прогревала сегодня зря, у меня есть шашлык из дикого кабана, на которого я охотилась в начале весны. У меня даже осталось несколько кадров из этой охоты. Ребят, кто с нами колоть кабана? Кабанчика маленького. А ну, пацаны, кто тут из вас самый смелый? Давай бегом ко мне. Ты кушаешь? Ну, кушай, кушай. Скоро мы тебя будем кушать. О, а вот и солнышко. Красота. Как раз погода то, что надо.
для дегустации бараньих яиц. И главное не забыть фиксаторы, чтобы шашлык не свалился на дно тандыра. На дно опущу жароотсекатель. Крестовина. И опускаю шашлык в тандыр. Первым уходит шашлык из говяжьих яиц. Конечно, бараньи яйца такие нежные, смотрите, они опускаются на низ шампура, ну, уже как будет, дожарим и так. Ничего не поделаешь. И дикий кабанчик. Ароматы потрясающие. А мне осталось потерпеть 10 минут. Достаю нашу вкуснятину. Похоже на шашлык из курятины, если честно. Сейчас будем пробовать на вкус. Посмотрите, бараньи яйца, они так сползли немножечко к низу шампура, а говяжьи яйца остались на своем месте. Ну и шашлык из дикого кабана ложится рядом. Посмотрите, какие кусочки. На вид аппетитные. Они чуть-чуть уменьшились в размере, но остались мягкие. Сейчас я их буду пробовать на вкус. Не знаю, конечно, стоит ли. Ну, надо. Жарила, значит, нужно пробовать. Та-да-да-да. Пробую яйца. Ну, если бы мне не сказали, что это, и если бы я не знала, что я готовлю, то непонятно, кстати, что ты пробуешь. Я бы даже сказала, что вкусно. Это были бараньи устрицы. Сейчас пробую говяжьи. Я сама себе не верю, что я это ем.
Говяжьи устрицы мне понравились больше. Они сочнее, нежнее даже. Я не ожидала сама. Не так все страшно, как кажется. На самом деле шашлык очень даже ничего. Есть можно. Кто же победил в сегодняшнем батле? Говядина, конечно же. Из дикого кабана. Ну, ребята, здесь уже все само собой ясно. Этот шашлык не заменишь ничем. Никакими яйцами. Это я буду. Если оценивать шашлык по 10-бальной шкале, традиционный шашлык 10 баллов, говяжьи яйца 5, бараньи 4. Спасибо, что до конца досмотрели ролик, а я отнесу дегустировать дальше. Всем пока-пока! Больше всего хозяйке удались помидоры. Это в конце ролика вставишь. Ты хочешь, чтобы я больше в роликах не участвовала? Пробуй, бери шашлык из яиц.